Дитя мое, послушай. Ты нет здесь случайно. Вы не наткнулись на эти слова так, как кто-то листает страницы забытой книги. Нет, этот момент, эта точная секунда отмечена в вечности. Шепот с небес проник в поток времени и притянул вас сюда. Зачем? Потому что окончательное решение о вашей жизни уже принято. И причина может вас удивить. Вы думаете, что ждете чуда. А что, если я скажу вам, чудо уже произошло? Ты ждал, не так ли? Ты затаил дыхание в ночи, которые, казалось, тянулись в вечность. Ты плакал беззвучно, чтобы никто не увидел твой предел. Ты молился молитвами, которые, казалось, отскакивали от холодного потолка. И все же, вот ты здесь. Все еще стоишь. Все еще надеешься. Все еще слушаешь. Это одно доказательство, что-то святое все еще работает в твою пользу. И сегодня я пришел, чтобы рассказать тебе то, о чем твой дух уже подозревает. А большие перемены уже произошло. Не в мире вокруг вас пока нет. Но в невидимом, в вечном царстве, в зале суда небес, ваше имя было названо. Ваше дело было открыто. И молоток опустился в вашу пользу. «Довольно проволочек», — сказал дух. «Довольно помех. Пусть благословение будет высвобождено. Тебя судили по милости, а не по стыду. Тебя засчитали по благодати, а не по неудаче. А решение, благословение, постановление, освобождение, заявление сейчас. Но послушай внимательно, дитя мое, то, что грядет, это чистое благословение, но оно будет только быть вашим, если вы остаетесь внимательными. Не прокручивайте в сторону. Не заставляйте замолчать этот момент. Потому что прямо сейчас вы стоите на краю своего наследства. Дверь приоткрывается, и за ней не просто деньги, не просто исцеление, не просто радость, это все вы потеряли и больше. Это избыток восстановлено. Эта цель возродился. Эта судьба ты почти сдался. Тот самый Райникок дозабыл. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Но если вы сейчас сбиваетесь с пути, вы можете заблудиться. Решение принято в вашу пользу, но теперь вы должны идти с рассудительностью. Вы должны распознавать знаки, сдвиги, священные сигналы. Я покажу вам, что это такое, но только если вы останетесь. Это не развлечение. Это не шум. Это божественное наставление. Это откровение. И то, что я скажу вам дальше, может изменить все, во что вы верите о задержке, о трудностях, о том, почему казалось, что ничего не происходит, когда на самом деле все уже было готово для вашего прорыва. Позвольте мне спросить вас прямо, вы когда-нибудь чувствовали, что ваши молитвы были услышаны слишком поздно или вообще нет? Вы когда-нибудь думали, может быть, Бог услышал других, но не меня? Дитя мое, враг в розыске, чтобы вы поверили в это. Он хотел, чтобы вы думали, что вас обошли, забыли, исключили из благословения. Но я пришел, чтобы разрушить эту ложь. Я пришел, чтобы показать вам секрет, тот, который открывает доступ к урожаям, которым вы не ступали ни на одно поколение раньше. Вы должны это услышать. Дело не в том, что вас игнорировали, вас просто сохранились. Вам не отказали, вам отказали. Позиционируется. Позиционируется для своего рода благословения, которое нельзя взять, нельзя отложить и нельзя подделать. Но если вы пропустите следующие несколько мгновений, вы можете уйти, не зная, что ваше богатство, твое здоровье, твое восстановление уже был в пути. Поэтому я прошу вас, не как голос на экране, а как шепот Бога в ваше сердце,
оставайся до конца. Потому что прежде чем это сообщение будет закончено, я открою скрытую правду, которая защищала ваше обещание все это время. И как только вы поймете это, вы никогда больше не увидите свое прошлое прежним. Оставайтесь. Следующее откровение выявит последнее препятствие, которое только что рухнуло и дверь которой уже открылся. Не пропустите. Вы чувствуете усталость. Не только физическую, не ту усталость, которую может решить сон. Это усталость души, глубокое истощение, которое нарастает, когда вы слишком долго надеялись и слишком мало видели. Вы улыбаетесь, когда люди смотрят. Вы говорите «я в порядке», даже когда внутри вас все рушится. Вы научились жить в тишине, не просто в тишине тихой комнаты, но в тишине небес. Когда казалось, что ваши молитвы не срабатывают. Когда ваше послушание, казалось, не приносит повышения. Когда вы отдавали, вы служили, вы верили, и все равно ничего не двигалось. Но позвольте мне высказать эту правду с любовью и огнем. Вы достигли решающей точки. Это усталость, не слабость. Это битва, не поражение. То, что вы сейчас переживаете, последнее сопротивление перед сдвигом. Дитя мое, твоя боль не осталась незамеченной. Твои молчаливые усилия, те, которым никто не аплодировал, были записаны. Твоя верность, та, что оставалась чистой, даже когда выглядела глупо, была взвешена. Пока другие видели твою внешнюю борьбу, Творец увидел твой дух, и вот почему небеса движутся в твою пользу сейчас. Ты думал, Бог тебя игнорирует. Нет. Бог был хранение все. Каждое семя, которое ты посадил в слезах. Каждый акт веры, который не имел логического смысла. Каждая десятина, которую ты отдал, когда было больно. Каждая молитва, которую ты прошептал, когда тебе хотелось сдаться. Они не были потеряны, они были накапливающиеся. И чаша полна. Настал переломный момент. И когда небеса наклоняются, благословение переполнения. Но слушайте внимательно, потому что это самая важная часть. Когда приближается благословение, враг усиливает сопротивление. Вы ведь это почувствовали, не так ли? Внезапное замешательство. Атаки, которые, кажется, возникают из ниоткуда. Недопонимание в ваших отношениях. Финансовый хаос как раз тогда, когда вы становились стабильными. Искушение, появляющееся, когда вы только что нашли фокус. Сомнения, закрадывающиеся как раз тогда, когда вы осмелились снова поверить. Это не совпадение. Это подтверждение, чем больше сопротивления, тем ближе освобождение. Потому что враг не сражается с пустыми руками, он сражается с теми, кто держит судьбу. Вы замечали, как изменилась ваша жизнь, стало хуже после того, как вы начали молиться усерднее. Вы когда-нибудь говорили, почему все развалилось, когда я начал серьезно относиться к Богу? Это не знак остановиться, это знак толкать глубже. Вы находитесь в духовный труд, и чем ближе вы к родам, тем сильнее схватки. Дух нищеты атакует не только ваш кошелек, он атакует ваш разум. Он говорит тебе, что ты забыт, сломан, дисквалифицирован. Он заставляет тебя усомниться в своей ценности. Он шепчет, что, может быть, твое время прошло, может быть, ты упустил свой момент, может быть, благословение для кого-то другого, ложь, все это. Вы не дисквалифицированы, вы отделить. Ты не отстаешь, ты скрытый для нужного времени. И это время – мое любимое дитя сейчас. Враг пытается сбить вас с толку, потому что он боится того, что произойдет, когда вы вступаете в свое наследство. Он не против, если вы посещаете церковь,
пока вы остаетесь сломленными. Он не против, если вы молитесь время от времени, пока вы никогда полагаете это ваше время. Но в тот момент, когда вы решите действительно верю, ходить так, как будто богатство, исцеление, благосклонность, открытая дверь уже твои, паникует он. И вот почему давление возросло. Поэтому я должен спросить вас сейчас с любовью и смелостью, сдадитесь ли вы прямо перед сбором урожая? Или вы будете стоять, когда это будет стоить дороже всего, потому что именно тогда это имеет наибольшее значение. Этот момент прямо здесь, прямо сейчас священен. Вы не представляете, сколько ангелов было назначено на этот час. Прорыв уже объявлен, но вы должны сейчас выровнять. Вы должны решить глубоко в твоем духе, что как бы темно не было, как бы пусто не было в ваших руках, вы не повернет назад. Потому что позади тебя голод, а впереди урожай. И я говорю это пророчески, сезон дефицита подходит к концу, да, я знаю, вы уже слышали это раньше. Но в этот раз все по-другому. Потому что в этот раз задержка не только укрепила вашу веру, она дала вам право на владычество. Вы не просто получаете обеспечение, вас готовят к собственности. То, в чем вам когда-то было отказано, теперь будет преследовать вас. То, о чем вы когда-то просили, теперь вы будете нести с уверенностью. Но, дитя, ты должен полностью проснуться. Ты должен увидеть знаки войны не как угрозы, а как доказательство того, что обещание близко, вы должны прекратить интерпретировать сопротивление как отторжение. Вместо этого осознайте, враг атакует то, чего он боится. И он боится, что вы полностью вступите в божественное обетование, которое Бог изрек о вас с самого начала. Это твое подтверждение. Это твой знак. Это мягкий, но неоспоримый голос Бога, зовущий тебя по имени не предупреждать, но подготовить. Потому что твоя боль сейчас переведена в силу. Твои слезы теперь орошают твой следующий уровень. И твое молчаливое послушание громко отзывается в небесных дворах. Не возвращайся. Не отступай. Не сдавайся сейчас. Я знаю, это тяжело. Я знаю, это одиноко. Я знаю, ты сомневался, было ли это благословение для тебя, но я обещаю тебе, вы были отмечены. Избран. Запечатан. И время ожидания закончилось. Вы не смотрите это случайно. Что-то божественное разворачивается. И это свято. Это священно. Это неудержимый, если вы будете оставаться на одной линии. Прежде чем продолжить, остановитесь на мгновение и признайте свой собственный дух. Вы выдержали больше, чем большинство людей знают. Вы продолжали идти, когда другие садились. Это вера. То есть семя. И именно поэтому ваш урожай больше нельзя откладывать. Теперь я хочу пригласить вас, как пророческий акт веры, поставить лайк этому видео. Да, это просто. Но это также символично. Пусть этот маленький поступок станет вашим добобу. Ваше согласие с тем, что вы не сдадитесь, не отступите и не отступите, пока не проявится благословение. Потому что в следующей части я вам расскажу, почему атака усилилась, когда это произошло, и чудо-образецы слова Божьего, которое точно открывает, что произойдет в вашей жизни дальше. Оставайтесь. Наблюдайте. Получайте. Потому что поворот уже начался. До того, как образовались горы, до того, как реки заплясали по долинам, до того, как одна единственная звезда замерцала в черноте небесной ночи, этот момент, твой момент, был уже написан. Избран. Запечатан. Рукоположен. И теперь, хотя ты прошел через боль, через тишину, через глубокие, невидимые битвы,
которых никто не видел, ты стоишь на краю чего-то святого. Что-то, созданное Богом. Нерукотворное. Неудача. Судьба. Позвольте мне рассказать вам историю, правдивую историю, божественное вмешательство, которое потрясло основание безнадежности женщины и заменило ее священной целью. И когда я делюсь этим, поймите, это не о далекой древней истории. Это Оте. Это твое зеркало. Потому что то, что случилось с ней, готовится для тебя. Ее звали Ханна. Она была бесплодна. Год за годом она терпела унижение. У другой женщины, Финаны, были дети. У Анны не было ни одного. В той культуре быть бездетным считалось проклятым, невидимой, бесполезное, забытое. Она шла в Дом Божий, и вместо того, чтобы найти утешение, ее горе становилось только громче. Даже ее молитвы были неправильно поняты. Священник посмотрел на нее и подумал, что она пьяна, потому что она плакала без слов, лишь тихий стон разбитого сердца. Вы когда-нибудь были там, где вашу боль невозможно было объяснить, где те самые люди, которые должны были понять, вместо этого осудили? Вы когда-нибудь молились и задавались вопросом, слышат ли вас небеса? Видел ли вас Бог вообще? Ханна достигла точки разрыва. И в этот момент разрыва она дала обет. Она сказала: «Господи всемогущий, если ты только посмотришь на страдания раба твоего и вспомнишь обо мне, то я отдам тебе дитя на все дни жизни его». Тот момент был поворотный момент. И послушайте это, Бог уже это запланировал. Страдания не были напрасными. Это не было наказанием. Это была подготовка. Потому что ребенок, которого зачнет Анна, Самуил, был не просто ребенком. Он будет пророком, освободителем, ключом к следующему сезону Израиля. Бог не медлил. Он был позиционирование. И когда пришла полнота времени, произошло чудо. Теперь позвольте мне спросить вас по душам, сколько слез вы пролили молча, думая, что они ничего не значат? Сколько лет вы ждали, в то время как другие, казалось, получали ответ так быстро? Как долго вы сидели на грани обещания, боясь, что ваша очередь никогда не настанет? Но слушайте внимательно. Как и Ханна, вам не отказывали, вам отказывали в форме. Тебя не бросили, тебя бросили отделить. Это чувство, что вы последний, является точным признаком того, что вы первый в чем-то вечном. Бог скрывал тебя, шлифовал тебя, очищал тебя. И время появления настало. Утроба Анны не была закрыта из-за греха. Она была закрыта Богом для божественного времени. Есть чудеса, которые проявляются только в тишине. Есть двери, которые открываются только после долгого послушания. Есть ключи, которые появляются только после того, как огонь очистит ваши руки. Ты плакал, но ты не слаб. Ты ждал, но ты не забыт. Ты гадал, но план так и не был отменен. Он был запланирован. И час приближается. А теперь остановитесь и подумайте хорошенько, а что, если причина того, что это еще не произошло, в том, что грядущее необычно? А что, если задержка была защитой Бога, который хочет дать вам больше, чем вы просили? Что, если бы ваша тишина была священным пространством для божественной архитектуры, Бога, строящего что-то за завесой? Прямо сейчас перед вами два пути. Один ведет к тому же циклу, остановки прямо перед прорывом. Отступлению. Защите себя от надежды. А другой путь, он называется вера. И вера не ждет подтверждения.
Вера не нуждается в гарантиях. Вера говорит «да» к невозможному. И если вы можете сказать «да» в темноте, вы готовы к тому, что грядет на свету. Так же, как и у Ханны, ваша личная боль имеет общественное значение наследства, прикрепленное к вашей верности. И так же, как она родила пророка, ты родишь что-то, что переживет тебя. Что-то, что имеет вес в духе. Что-то, что меняет атмосферу, открывает благословение поколений и устанавливает божественный порядок. Но ты не должен останавливаться сейчас. Ты не должен поддаваться отчаянию или усталости. Потому что этот момент прямо сейчас было написано прежде создания мира. Слышишь ли ты этот шепот в своей душе? Это тяготение. Это чувство, что что-то близко, просто за пределами твоего понимания. Это не мечта. Это эхо вечности, зовущее тебя по имени. Это сам Бог, вдыхающий жизнь в твое обещание. Итак, я спрашиваю вас еще раз, избранный один, сможете ли вы отпустить боль достаточно надолго, чтобы сдержать обещание? Поверите ли вы, что то, что Он рождает в вас сейчас, больше того, что вы потеряли? Будете ли вы верить, что ваша история, ваша точная история, является частью чего-то священного, чего-то огромного, чего-то, устроенного небесами? Оглянитесь на свою жизнь. Разве не было слишком много деталей, слишком много спасений, слишком много близких вызовов, слишком много почти чудес, чтобы это было совпадением? Вы не блуждали. Вы были будучи ведомым. Каждый шаг, каждая задержка, каждое «нет», которое сломало тебя, это были не окончания, а выравнивания. Ты не сломлен. Ты благословен. Но твое благословение было окутано тайной до сих пор. И вот последняя тайна, которую вам предстоит разгадать. Ваше чудо не только для вас, как Анна родила пророка, а не просто сына. Ты родишь влияние, а не просто обеспечение. Вы освободите судьбы, а не просто исцеление. То, что Бог дает вам, это богатство, это изобилие, это открытая дверь, призвана благословительного. Вот почему он был таким тяжелым. Вот почему он был таким тихим. Потому что тяжесть цели требует глубоких корней. Чем выше призвание, тем глубже резьба. Тебя вырезали из боли, чтобы ты мог нести славу. Ты был подготовлен в тени, чтобы ты мог ходить во свете. Сейчас самое время сказать «да». Не небрежное «да». Не половинчатое «да», а глубокое, наполненное духом, душевное «да» о божественному замыслу, записанному в небесной книге ваше имя на странице. Это момент. Не когда-нибудь. Не в следующем сезоне. Сейчас. Двери открываются. Путь расходится. И твой Самуил готов родиться. Ходите смело. Говорите пророчески. Верьте яростно. И помните, это никогда не было случайностью. Вы были выбраны в форме и позиционируется. Скажи «да». Скажи «да». Скажи «да». Потому что все выровнено. Обещание живо. И ты, дорогое сердце, ты готов. Дитя мое, теперь, когда ты увидел давление, каким оно было на самом деле, знак того, что благословение близко, давай пойдем глубже. Давай войдем во внутреннюю комнату, святое место понимания, где разрешено находиться только испытанным. Ты почувствовал тишину. Ты почувствовал укол задержки. Ты выдержал то, что казалось бесконечным ожиданием. Цикл повторялся снова и снова, пока ты не задумался, не проклят ли ты. Ты не был проклят, ты был, называется.
призван пройти через огонь не для того, чтобы сгореть, но чтобы быть изысканный. Вот что вам теперь необходимо понять. Тесты никогда не были предназначены для того, чтобы наказать вас. Они были предназначены для того, чтобы раскрыть вам, чтобы сбросить все, что было хрупким, ложным и заимствованным. Вам нужно было сбросить маску. Вам нужно было прийти к концу собственных планов. Вас нужно было привести в пустыню, где ничто не имело смысла, где каждый выход был запечатан. Почему? Потому что версия из вас, кто начал этот путь, еще не был готов к наследству. Видишь ли, обещание, которое Бог имеет для тебя, слишком велико, тяжелой для гордости. Слишком чистый для компромисса. Слишком огромный для малого мышления. Вы не задерживались, вы были кованы, формованы, подготовлены. То, что было скрыто от вас, было не потому, что вы были дисквалифицированы, а потому, что вы сохранились. Но теперь вы готовы. Тебя лишили потребности в контроле. Это отчаянная хватка за понимание. Боже, пусть она умрет в твоих руках, чтобы ты наконец научился доверию и без гарантии, ты перестал опираться на логику. Ты перестал гоняться за людьми, которые тебя не видели. Ты отпустил иллюзию, что тебе нужен кто-то другой, чтобы одобрить твое призвание. И в этой тихой капитуляции небеса улыбнулись. Потому что, наконец, ребенок стал судно не для минутного комфорта, а для божественная судьба. Спросите себя честно, сколько дверей закрыл Бог, чтобы защитить благословение? Сколько раз вы плакали из-за того, что Он на самом деле использовал, чтобы доставлять ты? Та дружба, которая угасла, работа, которая не сработала, предложение, которое не состоялось, это было не наказание. Это была защита. Вот тайна, которую понимают немногие. Прежде чем дать прирост, Бог требует разделения, отделения от идолов. От токсичных выравниваний. От шаблонов мышления, которые не могли бы пойти с вами в богатство. Вы прошли через огонь, но теперь золото видно. Версия вас, которая поднимается сейчас, это тот, кто может вынести бремя благословения, не будучи уничтоженным им. Но вот в чем дилемма, святая дилемма. Теперь, когда вы готовы, измените ли вы свой образ жизни, получается уже решено для вас, потому что, мои возлюбленные, Бог приготовил стол, но это все еще ваш выбор, сидеть за ним или нет. Небеса выпустили благословение, но земля должна освободить для него место. Вопрос не в том, благословит ли вас Бог. Он уже это сделал. Вопрос в том, изменитесь ли вы, чтобы сдержать это. Теперь мы переходим к божественному наставлению. Если вы хотите уйти от жизни повторения к жизни откровения, вы должны прекратить жить реакцией. Враг научил вас реагировать на кризис, на отвержение, на страх, на потерю. Но Бог призывает вас жить решение. Вера – это не чувство, это выбор, который мы делаем неоднократно вопреки видимым доказательствам. Вы были бедны в естественном, потому что враг украл вашу веру в невидимое. Но сегодня я заявляю вам, богатство начинается в духе еще до того, как оно коснется ваших рук. Что такое богатство на самом деле? Богатство – это не только деньги, это свобода от страха, ясность цели, изобилие провизии и душевное спокойствие, все это обещания в Завете Божьем. Но они открываются только через трансформацию. Вот божественный контраст. Бедность говорит: «Подожди, пока я это увижу, тогда я поверю». Вера говорит: «Я верю в это, поэтому буду жить так, будто это уже мое». Зло говорит: «Ты одинок, брошен, забыт». Бог говорит: «Ты избран, запечатан, увиден». Враг шепчет: «Вы застряли». Небеса провозглашают: «Вы стоите на пороге». Итак, теперь я спрашиваю вас, что вам нужно изменить,
чтобы войти в открывшуюся для вас дверь? Может быть, это то, как вы думаете. Вы называли себя разоренным по привычке. Вы говорили «я устал» чаще, чем «я готов». Слова имеют силу. То, что вы исповедуете, вы создаете совместно. Если ваши уста продолжают свидетельствовать об ограниченности, ваша жизнь будет продолжать отражать это. Но если вы начнете говорить с дерзновением наследства, если вы начнете заявлять, что изобилие – ваша доля, что благословение – ваше право по Божьему завету, атмосфера вокруг вас изменится. Возможно, вам нужно изменить свою рутину. Вы молитесь о чудесах, но творите ли вы их космос для них? Вы говорите, что хотите большего, но вы все еще терпите окружение, которое выступает против веры. Вы хотите прорыва, но вы все еще вкладываете время в вещи, которые вас ломают. Должно быть соответствие. Вы не можете сотрудничать со страхом и ожидать, что родите чудеса. Или, может быть, это глубже. Может быть, вам нужно отпустить горячь, да, эту тихую обиду, которая говорит вам: они вырвались вперед, а я остался позади. Дитя мое, этот яд задушит ваш урожай. Простите не потому, что они этого заслуживают, а потому, что вы заслуживают быть свободными. Отпусти это. Не для них. Для тебя. Потому что твои руки не могут получить благословение, если они все еще держат вчерашнюю обиду. Бог не ищет совершенства, Он ищет готовность, и ты, возлюбленный, наконец-то готовый к вот почему это слово нашло тебя сегодня. Вот почему все кажется таким давящим. Духовное сжатие – это знак, что-то должно родиться, чего ты никогда не держал в руках. Позвольте мне сейчас раскрыть нечто священное, то, что немногие готовы принять, благословение, которое вы собираетесь получить, до сих пор приходилось скрывать скрыто от глаз людей, которые могли бы использовать это против вас. Скрыто от систем, которые могли бы украсть это. Скрыто даже от ты, потому что если бы вы получили это слишком рано, это бы вас раздавило. Но теперь вы сильнее. Теперь ваша личность не связана с аплодисментами. Теперь вам не нужно, чтобы вас видели, чтобы вы чувствовали себя ценным. Теперь вам не нужно, чтобы за вами следовали, чтобы вы чувствовали себя любимым. Теперь вы можете нести бремя, не ставя под угрозу свой фундамент. Вы не просто готовы быть благословленными. Вы готовы строить. В этом разница между теми, кто посещает благословение, и теми, кто обитает это. Посетители хвалят, когда все хорошо. Жители ходят в завете, даже когда это трудно. И Бог зовет вас из посещения в жилище. Он хочет доверить вам устойчивое изобилие. На данный момент это не чудо, на образ жизни переполнен. Но ты должен сказать «да». Не только ртом, но и выбором. Теперь ты должен жить как тот, кто больше не надеется на милость, нанеся его говорите об этом. Планируйте это. Готовьтесь к этому. Давайте так, как будто это придет. Молись так, как будто это уже здесь. Двигайтесь так, как будто дверь открыта, потому что это. Дверь открыта. Небеса вынесли вердикт. Благословение уже действует. Сейчас самое время изменить свою позу, свое признание, свой распорядок дня, свое окружение и свои ожидания, потому что бремя славы, которое приходит в вашу жизнь, требует новой структуры, чтобы ее выдержать. А в следующей части я покажу вам именно то, что приготовил Бог, а не тальков, как благословение, на форма это займет. Тип богатства. Тип чуда. Точная область прорыва, которая была намечена небесами для твоей жизни. И когда ты это увидишь, ты поймешь, почему тебе пришлось ждать.
Не пропустите то, что будет дальше. Это ключ для поддержания всего, что Бог собирается высвободить. Будьте бдительны, оставайтесь на одной волне, сдвиг уже происходит. Больше всего врага пугает не ваше прошлое. Его никогда не пугали ваши неудачи, ваше замешательство, ваши ошибки. Нет, это были просто приманки, которые он использовал, надеясь отвлечь вас от того, чего он действительно боялся, вашего будущего. Он увидел то, чего вы до сих пор не смогли увидеть. Он увидел помазание, скрытое под твоей сокрушенностью. Он увидел власть, погребенную под твоим послушанием. Он увидел твое место в божественном плане еще до того, как ты узнал, что у тебя есть призвание. Он увидел тебя таким, каким ты действительно должен был быть, исцелился богатый, весь смелый, неудержимый сосуд божественного огня. И это ужаснуло его. Поэтому он нанес удар рано. Он прошептал, что уже слишком поздно. Он сказал тебе, что ты дисквалифицирован, что Бог ушел, что твое благословение было назначено кому-то другому, более достойному, что твоя история уже закончилась и что она будет написана в разочаровании. Но враг недооценил нечто важное – твоя настойчивость. Даже несмотря на то, что тебе было больно, ты выстоял. Хоть ты и плакал, ты остался. Даже если вы не поняли, вы доверять. И из-за этого, из-за того, что ты выстоял сквозь бурю, из-за того, что ты не дал своему сердцу ожесточиться, из-за того, что ты не отказался от процесса, теперь все меняется. Небеса написали новый указ. И этот указ не основан на ваших усилиях, он коренится в божественный замысел. Враг пытался отменить обещание, но он не написал историю. Бог написал. И Бог сказал, пришло время реституции. Да, реституция. Не просто восстановление. Реституция – это юридический термин. Он означает возвращение того, что было утрачено, плюс проценты. Это значит, что то, что было украдено, задержано, удержано, саботировано, все, что было назначено вам, но, казалось, ускользнуло из ваших рук, пересчитывается в судах небесных. И это вернется к вам в большая мера. Услышьте эту истину глубоко в своем духе, вы уже благословлены. Не когда-нибудь. Не «может быть, если». Не «если ты сделаешь все идеально». Нет, сдвиг уже начался. Благословение уже выпущено. Оно парит, ожидая выравнивания, и этот момент, этот самый момент прямо сейчас соединяет вас с тем, что всегда было вашим. Вы не работаете ради благословения. Вы просыпаетесь к благословению. И когда вы просыпаетесь, ваше восприятие меняется. Вы перестаете молиться о том, что у вас уже есть. Вы начинаете жизнь как будто это сделано. Вы начинаете говорить так, как будто это сделано. Вы начинаете принимать решения не из страха, а из наследования. Дитя, вот чего боялся враг, чтобы ты наконец понял, кто ты. Чтобы ты стряхнул с себя ложь недостойности. Чтобы вы помнили завет, которая была написана до твоего первого вдоха. И теперь вы это сделали. В каждом путешествии есть момент, когда небеса открывают то, что было скрыто, и это твой момент. Вы прошли через огонь, и теперь вы входите в шлюзы изобилия. И это не изобилие просто денег, хотя и это придет. Это изобилие духа, ясности, открытых дверей, божественных связей, умноженных ресурсов, переполняющей радости, сверхъестественного мира. Вы не просто благословлены, вы учредил. Да, я повторяю, учредил. Это означает, что благословение будет оставаться. Это не мимолетное чудо.
Это не момент эмоционального огня, который гаснет со следующей бурей. Это преобразование на уровне фундамента. Тот, который меняет вашу родословную. Тот, который пишет новое наследие. Тот, который меняет не только вашу жизнь, но и жизни тех, кто связан с вашим послушанием. Вы вступаете в фазу наследования, точка скитания окончены. Доказательства окончены. Мольбы окончены. Теперь начинается хождение, собирание, обладающее того, что Бог предназначил от начала. И вот самая священная истина из всех: никто не может остановить то, что было предопределено. Ни твое прошлое, ни твои неудачи, ни проблема вашей семьи, ни ваше финансовое положение, ни твоя неуверенность в себе, ни те люди, которые ушли, ни те голоса, которые насмехались. Потому что то, что происходит сейчас, касается не заслуг, а дизайн. Вы были разработаны на этот момент. Ты не был создан, чтобы оставаться маленьким. Ты не был создан, чтобы просто выживать. Ты не был послан сюда, чтобы быть забытым. Ты был создан по образу безграничной Божией. Это значит, безграничность живет в тебе. Пришло время сдаться, не победить, а судьба. Отпустите тугой захват, который вы держали на том, как это должно произойти. Божий путь удивит вас. Благословение может не прийти через дверь, которую вы ожидали, но оно придет через дверь он открыл. Эти отношения могли закончиться, потому что он расчищал место для чего-то лучшего. Та работа могла исчезнуть, потому что ваш звонок задыхалась в этом пространстве. Это задержка. Это была божественная изоляция, защищающая твое чудо от преждевременного разоблачения. Дитя, все, что ты считал потерей, на самом деле было подставой. Все, что ты называл неудачей, на самом деле было верой под огнем, и ты прошел испытание. Теперь пусть благословение найдет тебя. Тебе больше не нужно гоняться. Он будет преследовать вас. Слово Господне говорит: «Итак, благость и милость да сопровождают тебя во все дни жизни твоей». Это значит, что за вами следует благосклонность. Окруженный благословением, преследуемый чудесами. Вы это чувствуете. Это не воображение. Это не шумиха. Это не мотивационная фраза. Это пророческое подтверждение, тяжесть, которую ты чувствуешь сейчас, это тяжесть нисходящей славы. Она священна. Она свята. И она твоя. Подними глаза, дитя мое. Посмотри дальше того, что было, и видеть, что рождается. Будущее недалеко, оно настоящее. Оно близко. Оно рождается активировано сейчас. Вы должны перестать ждать, чтобы почувствовать себя готовым. Бог не ждет вашей готовности. Он отвечает на вашу готовность: просто скажите «да», и небеса позаботятся обо всем остальном. Ангелы уже пришли в движение. Ресурсы уже распределены. Контракты уже составлены. Процесс исцеления уже набирает силу. Ответ уже есть здесь. И если ты чувствуешь, что слеза подступает, не сдерживай ее. Это не слабость. Это подтверждение того, что твой дух говорит: «Да, это та правда, которую я так долго хотел вспомнить». Теперь, дитя Божье, когда ты принимаешь это слово, я хочу, чтобы ты отвечать. Не из чувства долга, а из признания. Провозгласите сердцем и голосом: «Я уже благословлен». Обещание мое. Я принимаю его сейчас. Пусть это будет вашей песней сегодня. Пусть это будет вашей медитацией. Пусть это сформирует ваши молитвы,
ваши разговоры, ваш следующий шаг. Ходите по-другому. Говорите по-другому. Решайте по-другому. Потому что вы больше не просите разрешения, вы идете в божественном владении. И теперь я прошу вас об этом не для себя, а для вас, чтобы отметьте этот момент в атмосфере. Оставьте комментарий ниже прямо сейчас. Я получаю свое наследство. Никто не может остановить то, что постановил Бог. Этот комментарий – ваше заявление. Этот такт – ваш свидетель. Это предложение становится семенем. Потому что то, что будет дальше, потребует еще больше места в вашей жизни. И в следующей части я поведу вас в молитве, которая запечатывает то, что началось. Молитва, укорененная в вечном слове, молитва, которая не вернется тщетной. Оставайтесь рядом. Благословение не приходит просто так. Он прибыл. Давайте теперь войдем в священную комнату молитвы не с сомнением, но с божественное признание. Вы больше не спрашиваете, произойдет ли это. Вы теперь в выравнивании с тем, что уже было написано. Ожидание, тишина, повторение пустых дней – все это не было наказанием. Это была подготовка. Ты думал, что молчание означает, что Бог забыл тебя. Но, дитя, молчание не было отвержением, оно было стратегией. Обещание не было отменено. Оно было сдержанной. И теперь мы молимся не как нищие, а как наследники. Не как странники, а как сыновья и дочери. Это ваш момент согласия. Склоните свое сердце и произнесите эти слова с верой. «Отец Небесный, Бог мой, Хранитель времени и Творец моей судьбы, я прихожу к Тебе не как достойный, но как готовый. Готов поверить снова. Готов принять то, что всегда было моим. Готов нести то, что было скрыто, даже от моих собственных глаз. Слишком долго я думал, что молчание означает, что ты изменил свое мнение обо мне. Но теперь я понимаю, ты был в сохранении благословения, не отрицая этого. Господь, теперь я вижу то, чего не мог. Видеть раньше, ты защищал обещание, пока у меня не было сил его удержать. Ты защищал мое будущее от моего собственного нетерпения. И теперь, наконец, и я говорю «Спасибо тебе». Спасибо тебе за каждую дверь, которая не открылась слишком рано. Спасибо тебе за каждый сезон, который ты продлил ровно настолько, чтобы очистить меня. В Псалме 26:14 говорится: «Надейся на Господа, мужайся, и Он укрепит сердце твое». И вот, Боже, я чувствую эту силу. Она растет во мне не от гордости, а от присутствия. Твое присутствие. Оно было со мной каждую темную ночь, каждый неотвеченный вопрос, каждую слезу. И хотя я не всегда видел тебя, теперь я знаю, ты строил меня в тайном месте. Ты готовил меня поддерживать тяжесть того, что ты запланировал. В книге пророка Исаии 60:22 говорится: «В свое время я, Господь, сделаю это». И теперь, Отец, я с верой заявляю, сейчас самое время. Отсрочка истекла. Оппозиция пала. Семя созрело. Момент настал. То, что ты посылаешь, не хрупко. Это не мимолетно. Это не временное решение. Это твердый, очевидный и преобразующий точка. Это изменит мою историю. Это возвестит о наступлении сезона исполнения. Это сделает все прошлые печали осмысленными. И когда это случится, Господи, я не забуду. Я буду помнить, что Ты поддерживал меня, когда у меня не было слов. Я буду помнить, что Ты прошептал мне жизнь, когда я чувствовал себя забытым. Я буду помнить,
что ты не проигнорировал мою боль, ты инвестировано это в мою цель. В послании к римлянам 8 часов 18 минут говорится: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Отец, яви эту славу сейчас, во мне, через меня, вокруг меня». Я не просто прошу благословения, Господь, я прошу выравнивания. Направь мое сердце в унисон с небесами. Направь мои шаги в соответствии со Твоей волей. Привести мои отношения в соответствие с моим предназначением. Сделай меня готовым принять, защитить и приумножить то, что Ты посылаешь. Врага пугало не мое прошлое, а мое будущее. И сегодня я шагаю в это будущее. Я иду вперед без страха. Я несу это наследие смело. И я провозглашаю над своей жизнью: я сосуд. Я ответ. Я тот, кого Бог избрал для этого момента. Пусть все, что ждало в тишине, теперь поднимется в звук. Пусть каждое скрытое семя теперь пробьется сквозь почву. Пусть каждое божественное обещание, сохраненное на небесах, теперь будет выпущено на землю, в мою жизнь, в мою семью, в мои поколения. В Иеремии 29:11 говорится: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо вам, а не на зло вам, намерение дать вам будущность и надежду». Господи, я вступаю в этот план. Я приветствую это процветание. Я живу этой надеждой. И я больше никогда не буду спрашивать себя, забыли ли меня, потому что теперь я вижу, что меня забыли. Запомнилось слишком глубоко, чтобы выразить словами. Спасибо, Отец. Спасибо, Король. Спасибо, Создатель. Ибо битва окончена. Замысел разворачивается. И я, наконец, готовый. Во имя Иисуса, могущественного имени, которое превыше всякого промедления, всякого страха, всякой лжи, я запечатываю эту молитву. Аминь. Этот момент, эта священная встреча вашего духа с голосом истины, не был импровизацией. Это было рукоположенной. Задолго до того, как были заложены основания земли, Бог отметил этот час в вечности. Время, когда твое сердце, утомленное битвами и смягченное огнем, наконец будет готово услышать то, что небеса всегда знали о тебе. Ты был избран. Не случайным выбором или человеческим одобрением, а божественным намерением. Вы были в форме молчания, полированной болью, и созрел в тайне. Каждая трудность, каждое разочарование, каждая закрытая дверь – все это было разрешено, чтобы вы могли быть готовы. Не быть сломанным, а быть построенным. Бог не наказывал тебя. Он был позиционированнее ты. Тебя спрятали, а не забыли. Тебя задержали, а не отвергли. Потому что то, что должно проявиться в вашей жизни, слишком весомо, слишком ценно, слишком значимо, чтобы выпустить это на свободу, пока вы полностью не настроитесь. И теперь ты есть. Ты чувствуешь это, не так ли? Этот священный трепет внутри. Это тихое, но сильное волнение, которое шепчет «сейчас самое время». Да, возлюбленная, пути открываются. Туман рассеивается. Кусочки складываются. Двери, о существовании которых вы даже не подозревали, двери, в которые вы никогда не думали, что имеете право постучать, вот-вот откроются, распахиваются сами собой. Не благодаря твоим усилиям, но благодаря Богу дизайн. Но, как и в каждом божественном моменте, есть еще выбор. Священное напряжение. Перекресток сердца. Вы можете остановиться сейчас, и многие так и делают. Вы можете встать на пороге обещания и сказать: «Может быть, я подожду еще немного».
Вы можете позволить страху одолжить ваш голос. Вы можете позволить отголоскам вашего прошлого заглушить уверенность в вашем призвании. Но если вы это сделаете, вы никогда не попробуете то, что уже было приготовлено для вас. Ты будешь близок к обещанию, но никогда в это. Вы почувствуете тепло благословения, даже не надевая его одежды. Итак, я прошу вас, говоря не по мнению, а по настоятельной необходимости небесной, скажи «да». Полностью. Полностью. Без извинений. Скажите «да» тайне. «Да» на смену. «Да» идти вперед, даже если путь пока не имеет смысла. Потому что теперь все выровненно точка ангела движутся. Небеса в согласии. Время подтверждено. Обещание живо не завтра, не в следующем году, но сейчас. И ты, Дитя Божие, готов прожить то, что было приготовлено специально для вас. Это не просто начало, это обновление. Не переработка старых мечтаний, а возникновение новой реальности. Жизнь, которая выглядит как изобилие. Путешествие, которое дарит ощущение покоя. Цель, которая благословляет других и наполняет вашу душу. И да, будут еще моменты растяжения. Благословение – это не жизнь без напряжения, это жизнь, где вера идет впереди страха. Но разница в том, что теперь вы знаете, кто вы. Теперь вы знаете, что было написано. Теперь вы понимаете, почему давление было таким большим, потому что обещание даже больше. Пусть эта истина прочно укоренится в ваших костях. Вы больше не ждете подходящего времени, выявляется в нужное время. Итак, завершая эту священную сессию, я хочу, чтобы вы уделили немного времени, не просто для того, чтобы впитать, но и для того, чтобы ответить. Потому что ваш ответ означает ваше согласие с небесами. Оставьте комментарии под этими словами. Я говорю «да». Я иду вперед. Я получаю то, что было приготовлено для меня. Этот комментарий больше, чем текст, это свидетельство. Это публичный акт выравнивания. Небеса это видят. И что-то мощное начинается, когда ваш дух и ваш голос движутся вместе в единстве. И если это слово взволновало вас, преобразило вас, обратилось напрямую к месту, которое, как вы думали, Бог забыл, тогда не уходите молча ручку подписаться в это пространство. Это больше, чем канал. Это место сбора избранных, источник пророческой мудрости для тех, кто осмеливается верить, что большее не только возможно, это неизбежный. Вы попробовали начало. Но это только часть пути. На следующем занятии мы узнаем, как поддержите чудо, как ходить с духовной дисциплиной и божественной стратегией, чтобы благословение размножается и остается. Потому что Бог привел вас сюда не для того, чтобы дать вам мгновение, Он привел вас сюда, чтобы начать движение в вашей жизни. Движение наследования. Целеустремленно. Богатство. Исцеление. Реставрация, которая переживет вас. Пути уже открываются, возможно, вы пока не видите этого физическими глазами, но в сфере духа ангелы движутся, цепи рвутся. Земля под тобой колеблется. Двери, скрытые двери, о существовании которых ты даже не подозревал, распахиваются не силой твоей, не стремлением твоим, но мой дух, и когда я открываю дверь, никто не может ее закрыть. Но я должен ясно заявить, это не просто новое начало. Это полное обновление, как грядет не просто возвращение того, что было утрачено, на откровение о том, что всегда должно было быть твоим наследства. Благословение. Сверхъестественное богатство, которое несет мир, обеспечение, исцеление и радость. Ваша жизнь не восстанавливается до того, чем она была,
она возвышается до того, чем она всегда должна была быть. Но есть выбор. Ты стоишь сейчас на краю чего-то вечного. Момент святого перехода. И небеса наблюдают, будете ли вы доверять мне полностью или остановитесь, не дотянув до обещанного. Благословение реально. Обещание живо. Урожай готов, но вера – это ключ, не частичная вера. Не временная вера. Не послушание, если это имеет смысл, радикальное доверие к тот, кто идет, даже когда дорога кажется темной. Тот, кто говорит «да», не узнав полной цены. Тот, кто верит, даже когда все остальное говорит «невозможно». Скажи «да» прямо сейчас. В твоем сердце. Шепчи это, если нужно, но говори это всем своим существом. Потому что твое «да» активирует следующую главу. Твоя капитуляция – это сигнал небесам, что ты готов. И небеса приходят в движение от звука послушания. Я знаю, что позади тебя. Боль. Разочарование. Циклы. Финансовая нехватка. Разрушенные отношения. Безмолвные молитвы. Но то, что тебя ждет впереди, больше того, что ты оставляешь позади. Это момент, когда тяжесть спадает. Когда то, что держало тебя годами, внезапно исчезает. Когда засуха заканчивается и начинается дождь. Так что подписывайтесь, оставайтесь на связи и приглашайте других присоединиться к этому потоку откровений. Вы не одиноки. Вы часть чего-то святого. И пока мы не встретимся снова на следующем божественном сеансе, идите с высоко поднятой головой. Говорите с авторитетом избранного человека. Молитесь с дерзновением человека, знающего, что небеса уже что-то сказали. Потому что время прятаться прошло. Время надежды закончилось. Сейчас самое время ими. Ты готов. Обещание живо. Дверь открыта. Идите вперед без колебаний, а с уверенностью. Вы не возвращаетесь к норме. Вы входите необыкновенный. И ничто, абсолютно ничто, уже не будет прежним. Аминь. Дитя мое, если ты произнес эти слова с верой, твое выравнивание уже изменилось. Тишина нарушена. Благословение в движении. И теперь я прошу тебя, комментарий ниже этих слов как свидетельство «Он готов». Я готов. Обещание было зарезервировано для меня. Это ваше соглашение. Это ваш момент. И в заключительной части мы завершим это путешествие призывом вступить в следующий сезон полностью пробужденными, полностью выровненными и полностью благословенными.